Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, сентябрь 2023 года, события сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, любой прогноз – это лишь карты, образы метафорические. Но я так надеюсь, что первое, мы проведем приятно с вами время. Ну и второе, если подключить интуицию, определенно какой-то инсайт или подсказку вы получите. Или как возможность какую-то ситуацию словно предвидеть, предусмотреть, просчитать, может быть, на пару шагов вперед, как разовьются события. Словом, видео вам будет чем-то полезным, мои дорогие близнецы. И у нас сегодня две колоды карт. Первая колода – это у нас второй иллюминатов, а вторая – 78 дверей, как раз метафорические образы. И мы их откроем чуть позже и посмотрим, какие двери для меня будут в сентябре открыты или что я смогу осуществить. А первую карту мы с вами, ух ты, достанем. Торопятся карты что-то рассказать. Полколоды перевернулась. Так вот, первая карта. Что важно знать? Или общий фон месяца, оценка ситуации, как вы будете себя чувствовать, может быть, в течение сентября, или ваше настроение где-то, отношение к делам, к бизнесу. Вот давайте узнаем, что важно знать. Как оно в целом будет. Или важное событие. Неожиданное событие. Или в целом то, чего мы где-то не ждем, может быть. Возможные неожиданности. Что меня будет радовать, что мне будет помогать. Какие-то радостные, может быть, события. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, финансы. И в личной жизни. Давайте узнаем, что же в целом на сентябрь. Ну, серьезный 13-й старший аркан теперь уже не будет, как прежде. Какой-то вывод вы будете делать. Может быть, это будет касаться вашей работы, а для кого-то это может касаться и личной жизни. Но по 13-му аркану, надеюсь, все правильно понимают, это карта трансформации. Это осознание того, что какая-то, словно, либо история ваша жизненная заканчивается, либо более глобально жизненный этап. Вы сможете подвести какой-то итог уже, это точно. А самое главное, наше ощущение. Я не хочу оглядываться назад, меня там больше нет. То, как мы действовали раньше, мы сами понимаем, что этого уже не будет никогда. Для нас это утратило какой-то интерес. И, может быть, какие-то последние штрихи, аккорды вы будете как раз в сентябре осуществлять. Но по этой карте нам еще о чем говорят? Пройдет какой-то период времени, прежде чем мы отстроим словно новую реальность. Предполагается всегда по этой карте, это трансформация, если мы говорим, это и старший аркан. Во-первых, на вас будут влиять, хотим мы или нет, мои дорогие близнецы, обстановка вокруг, обстоятельства вашей жизни, может быть, изменение законов. Жизненный темп здесь мы не можем запрограммировать. По этой карте вообще просчитать что-то сложно. Тут самое главное, где-то держать руку на пульсе, быстро откликаться сообразно тем событиям, которые входят в нашу жизнь. Скучать-то будет вообще некогда, мои дорогие близнецы. Давайте посмотрим, каковы же неожиданности, хотя 13-й аркан, он сам по себе неожиданность. Мы не сможем чего-то избежать. Тут все вместе. И перемены вокруг, и перемены в моей душе. Давайте посмотрим неожиданности. Получение денег или какой-то вопрос финансовый вы решите, или через финансы вы решите еще какой-то вопрос, посредством денег. Сама по себе денежная энергия для вас очень положительная в сентябре. Это карта мецената. Она может означать, если вы занимаетесь творчеством, к вам могут прийти на помощь. Или вы пишете картину, может быть, или вы пишете музыку, книгу, что бы тут ни было, как раз мы можем найти или встретить, может быть, случайно совершенно, человека, которому мы будем сами интересны, будет интересно наше творчество, и он будет готов какой-то наш проект тоже поддержать. Для кого-то из вас это может говорить еще и
принципе, о новых способах заработка, о новых честолюбивых планах, о новых перспективах по финансам, от вашей какой-то реорганизации в отношении финансов. Но карта подразумевает, что деньги у нас есть. Если для себя что-то в плюс мы делаем, то это хорошо. Есть такое значение, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Поэтому для кого-то крупных подарков или одолжать деньги здесь не самый благоприятный период. Давайте мы посмотрим, что нас будет радовать. Два старших аркана, причем серьезных. Вот та самая трансформация у вас проходит в тот период, мои дорогие близнецы, когда вы наиболее ресурсны. Как ресурсны материально. Шестерка пентаклей и 6, любая 6 в колоде Таро – это уже победа. А тут карта сила, это по сути карта мага, у нее очень схожие где-то энергии, но если по магу они более холодные, а здесь нет, здесь нам именно говорят о том, что вот как на картинке изображено, на карте, да, девушка покоряет как будто льва, он ей подчиняется, потому что не чувствует агрессии. Есть, конечно, момент, то, что мы будем где-то манипулировать, не без этого, но это нам дает неограниченные возможности, силу, власть, как договориться, как решить любой вопрос, как, может быть, даже с людьми сложными договориться, обойдем и какие-то острые углы, где нужно проманипулируем, а где не нужно отступим полшага назад. Интуиция у вас будет работать превосходно, и здесь словно пространство и время, мои дорогие близнецы, вам будет играть, просто на руку. Для вас как будто могут открыться как новые двери, те, которые нужны. Вот как момент здесь и сейчас, когда словно несколько дорог сходятся в одной точке и в нужный момент. Вот у вас такие будут события. И это еще и ваша какая-то ресурсность. Новый цикл ваш практически начинается с ощущения своей собственной как и значимости, так и силы, возможности, в целом какой-то ресурсности. Но повторюсь, может быть, но скажу, взаимодействие с миром, а вы люди очень контактные, и вот как раз от вашей дипломатии будет очень зависеть все ваши плюсы. Они как будто на этом будут строиться. Все-таки нам здесь показан манипулятор великий, правда? Поэтому мы спросили, что будет не помогать или радостные события. Да все будет вас радовать, мои дорогие, если вы где-то так вот правильно распределите силы или правильно построите с людьми общение. Не исключено, с одним человеком придется где-то в одном ключе общаться, а с другим совершенно по-другому. Назовите это, что мне приходится одевать и менять словно маски, но, видимо, именно это качество вас будет где-то оберегать от неожиданностей, от каких-то неприятностей, даст возможности как раз приятности для себя или что-то совершить большее со знаком плюс и в целом собой остаться довольными и прочувствовать, наверное, элемент вот этот перехода, что какая-то грусть, тоска, мои дорогие близнецы, уходит из моей жизни. Ресурсность дважды, нечего добавить. Дела, работа, бизнес. Еще одна 6. И это у нас 6 кубков, если мы говорим, что это победа. У кого-то, правда, победа в решении каких-то вопросов, которые касаются вашей личной жизни. Для кого-то это ваша личная история, а у кого-то это может быть связано и с родственниками, и с детьми вашими, у кого-то даже с внуками. Но все равно это карта баланса, успеха, победы, взаимопонимания. И, кстати, изображены двое детей и с белыми волосами. Обратите внимание, в этой колоде Таро иллюминатов важны даже цвета. Все имеет свою символику. И белый цвет о искренности говорит, о доброте, о душевности. Вот что-то такое по делам, как ни странно. Значит, с одной стороны, да, вот то, что я сказала по этой карте в плане дипломатии, какой-то диалоговой формы, нам это все в плюс, мы это решаем. Но, значит, даже если были, например, какие-то вопросы сложные к разрешению или к обсуждению даже, или что-то у нас тут тянулось. Вот в сентябре мы можем подвести какие-то итоги, будет у нас победа, будет любовь, будет счастье. Вообще для вас месяц сентябрь достаточно ресурсный, по крайней мере об этом говорят карты. А самое главное, что-то заканчивается, опять же, со знаком минус, а приходит, посмотрите, сколько положительного.
Важно рассмотреть, кстати, и удержать. Что у нас по финансам? А по финансам марафонский забег. Кстати, финансы над финансами у нас выпали. И поэтому, как деньги есть сейчас, как мы можем начать бизнес или какое-то дело практически с нуля, или мы можем словно, ну, даже если мы говорим о нашей работе, пусть на прежнем месте, значит, будут какие-то новые перспективы. Принц Пентаклей, когда выпадает, это на какую-то долгосрочную динамику нам уже обещают прогресс. Не будет такого, знаете, вау, ошеломляющего успеха в один момент, но и такого, который завтра куда-то растворяется, испаряется. Нет, здесь больше говорят о наших планах. Мы больше уделяем внимание тому, что надежно, и то, что долговременно, на длительный период, на длительный срок. И по этой карте, если мы говорим на финансы, как раз прогресс с финансами дважды, мои дорогие, полный порядок. Что в личной жизни? Вдохновение. Но я бы сказала и не только. Хотя выпадает карта Музы, но рядом с нашей принцессой кубков стоит как раз кубок, а из него выглядывает рыбья голова. Рыба – один из знаков благополучия, где-то изобилие, ну и финансового достатка тоже. Поэтому с вдохновением, может быть, ваши отношения так сложатся в целом месяц на взаимопонимание. И главное, вдохновение нас словно окрыляет. Вот и вас будет что-то увлекать. Вам захочется, может быть, путешествовать. Или, может быть, так сложится месяц, что придется спонтанно куда-то отправиться. Но, значит, вас это тоже будет все радовать. Сами по себе радости, они для вас как будто приготовлены в сентябре. Правда, есть повод быть абсолютным оптимистом. Что-то со знаком минус словно уходит от вас окончательно. Давайте мы узнаем. На колоде 78 дверей. Какие же двери для меня будут открыты? И в этой колоде главное значение – это сами двери. Открыты, закрыты. И ключ. Как его найти? Что для близнецов? Какие двери в сентябре будут открыты? Вы знаете, дверь это для вас как бы, да, четверка мечей. Нам показан человек, который слепой. Или он выглядит как слепой. Может быть, ему нужно продемонстрировать себя таковым. Может быть, есть какой-то для этого смысл. Он хочет, чтобы видели, что он как будто не ресурсный, да? Он чего-то может не сделать, не увидеть, не решить. Он как будто себя хочет оставить в какой-то теневой стороне. Почему я так говорю? Обратите внимание, хоть нам как бы карта демонстрирует человека, который имеет недуг, а человек-то достаточно хорошо сложен, хорошо развита мускулатура, обратите внимание. И если бы человек хотел войти в эту дверь, он, наверное, бы повернулся. Или его трость хотя бы нам нарисовали, обозначили, что он именно намеренно путешествует или идет в сторону этой двери, а он как будто по этой карте проходит мимо, но он всем своим видом себя словно демонстрирует, показывает, что он чего-то не может либо совершить в результате каких-то своих, ну, ограничений или ограничения возможностей, но ему обязательно важно, чтобы кто-то увидел. И вполне вероятно, по этой карте вам придется где-то, как я сказала, с картой сила одевать маски. И это будет для вас означать, что от какой-то ситуации вы словно сможете уйти, и какой-то вопрос вполне вероятно решится сам по себе. Где-то вы не будете, может быть, настаивать на своем мнении, а отступите полшага назад, ведь есть такое значение по четверке мечей, пусть в другой колоде, и я складываю оружие. То есть я уже никому ничего не доказываю, и это тоже своеобразно сильная позиция, когда мы не провоцируем какой-то конфликт. Значит, что-то в нашей жизни может завершиться намного быстрее. Когда мы больше нацелены получить конечный результат, нежели что-то словно затянуть и удлинить еще какой-то срок. Вполне вероятно. Если мы говорим про двери, мы сами решаем, пойдем ли мы в эти двери или нет, нужно нам туда или нет.
И вполне вероятно, у вас, близнецы, тоже будет такая ситуация, когда вы будете обдумывать, а нужно ли мне этим делом заниматься, а нужны ли мне эти отношения, а хочу ли я работать в этой организации или в этой должности, или вообще это дело мне интересно, или имеет ли это для меня смысл. И у нас выпал принц Пентаклей, мы уже сказали, что будут важны те проекты, которые надежные. Ну, наверное, и люди могут быть для вас как пересмотр по старшему аркану 13-му. Это вы пересматриваете вообще свое окружение. И здесь тоже где-то вы можете вот такую маску одевать, что я не ресурсный. Я на сегодняшний день никому не помогаю, потому что у меня много своих проблем. Буквально вот вы можете так где-то себя позиционировать. И не потому, что у вас таковые имеются, а потому что вам это будет где-то выгодно, и вы будете понимать четко, что для вас эта позиция будет правильная. Ну вот, видимо, в сентябре месяце для вас это имеет значение. Хорошо, а что я могу осуществить? То есть, если мы спрашивали, какие двери будут открыты, те будут двери открыты, которые вы сами захотите открыть, которые вы захотите увидеть, я бы сказала так. Что я смогу осуществить? Вы знаете, вы сумеете осуществить буквально все, если вы не будете создавать себе помех какими-то грустными мыслями или обращаться вот к прошлому. Если вы сумеете закрыть в прошлое дверь. По 8 мечей нам показана девушка, дверей как таковых нет, ничего не мешает. Но она боится даже открыть глаза, увидеть какую-то реальность, потому что ей кажется, что какой-то призрак, который ей приснился, он продолжит ее преследовать. Вот если мы для себя не установим каких-то табу, ограничений, мы тогда и двери любые откроем, или те, которые нам нужны, и примем какое-то важное решение. Видимо, для вас важно будет еще не поддаваться грустным мыслям. И у нас тут не случайно выпадает карта как 6 кубков. Диалоговая карта и приятного общения, так и принцесса кубков. Мы сказали, карта вдохновения. Хорошо, давайте мы еще узнаем. Так что же нас удастся осуществить? И 9 пентаклей нам говорит о том, что финансы, опять же, тут вот какой-то финансовый вопрос или любой другой вопрос, который тоже, может быть, имеет какую-то подоплеку финансовую или имущественную. Здесь мы тоже определенно решим. И если мы говорим про двери, добавляет эта карта значение этих двух карт в том ключе, что мы сами открываем двери, и если мы сумеем где-то открыть глаза на ту реальность, которая у нас сложилась. И у нас вопросы решаются, как с финансами, 9 пентаклей. Отчасти нам карта говорит, деньги не тратим. Опять же, по 9 это у нас по нумерологии впереди перемены, но, видимо, сами будем решать. Будем пересматривать вопросы, правда, с вашим окружением, кто вокруг меня. Фильтровать будете где-то людей в том плане, что от равнодушных определенно вам захочется избавиться. Кому-то вы будете, надевая маску, демонстрировать себя, может быть, даже в том нелицеприятном свете, словно на себя наговаривая, рассказывая о том, что у вас сейчас много проблем или нет какой-то ресурсности, а на самом деле обстоятельства вашей жизни будут, посмотрите, обстоять совершенно по-другому. И это вам придает определенную силу. Видимо, вот такая позиция сентября, когда придется действовать, исходя из ситуации, где-то выстраивать линию отношений, исходя из того, какие люди, с кем я разговариваю, или чего я в конечном итоге хочу достичь, или я хочу проводить из своей жизни этого человека, или мне интересно продолжение наших отношений. Вот, видимо, какие-то разнотипные, мои дорогие близнецы, для вас будут маски в сентябре. Но это все для вас необходимо, чтобы отстроить какую-то новую совершенно реальность, либо как базу финансовую, или базу благополучия, теплый уютный дом, какой-то комфорт. Тех людей, которые для вас действительно имеют какое-то значение. Ту обстановку, в которой вы можете чувствовать себя наиболее комфортно, защищенно, неуязвимо. Там, где мой дом, как цитадель, вот
Такого порядка вопросы будете решать в сентябре, и у вас полная ресурсность. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.